Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Обзор сделок за текущую торговую неделю. $1100 получилось, в основном торговал евро-доллар и фунт-доллар. Не было сигналов, разумеется, по золоту, кроме понедельника. И практически не было сделок по WTI. Нефть всю неделю находилась в консолидации, никаких таких моментумов, больших движений, чтобы их ловить не было. Ну и, соответственно, сигналов тоже. Давайте попробуем с вами быстренько подвести статистику, хотя я сейчас в прямом эфире наблюдаю за парой фунт-доллар, потому что по британцу под занавес этой недели разыгрался сумасшедший моментум. Мы пробили вот здесь, видимо, 4-часовые уровни, часовые уровни, и рынок взбесился, взлетел наверх, сейчас скорректировался, и мы видим первый черный бар, а затем чего мы ждем? Белый бар, да, по тренду, чтобы купить. Здесь будет достаточно широкий стоп, соответственно, объем будет совсем небольшой, если мы купим на белом баре, потому что пока бары черные. А если, допустим, где-то здесь будет белый бар, то тогда наш стоп идет аж вот сюда. Да, это один из, наверное, будет самых больших стоп-лоссов на этой неделе. 40 пунктов, очень много. И рынок должен пройти примерно столько же, чтобы хотя бы дойти до первой цели, да, 1 к 1. То есть, если здесь 40, даже больше, 50 грубо со спредами, то таргет наш будет тоже где-то вот здесь. То есть цена должна прийти аж сюда, обновить хай сегодняшнего дня, да, и улететь еще на такое же расстояние. В общем, посмотрим. Так, конечно, будем поглядывать. Может быть, будет такой, да, заключительный сигнал. Но давайте к итогам текущей недели быстренько прям, потому что уже время. 23 марта, понедельник, сделка по фунту, мы видим пробой уровня, вот здесь мы видим пробой на черном баре. Это гибридная форма торговли ротации бара, когда мы видим пробой уровня и черный бар. Не пробой уровня, коррекция, ротация бара, вслушайтесь в формулировку, а пробой уровня, черный бар. Одновременно. Немножко разные комбинации, это агрессивный трейд, их не очень много, и обычно мы не рекомендуем торговать это начинающим трейдерам, но даже если торговать, то их совсем мало, таких комбинаций. Порой оттуда приходят очень большие профиты, порой рынок быстро корректируется, и мы получаем микролоссы, минус 10, минус 22 пункта по этой позиции. Затем мы видим идеальная ситуация, да, пробой уровня, белый бар, черный бар, медвежий рынок, sell, да, здесь 19 и 19 пунктов по трейлингу. Мы видим, что рынок долго-долго консолидировался и потом уже развернулся. Да. Идем дальше. Следующий день, 24-е. Не было сделок, флэт, вообще никаких сигналов. Узкий диапазон, 25 марта. Это сделка, которую мы поймали в прямом эфире. Если вы не смотрели это видео, ссылка в правом верхнем углу, обязательно посмотрите. Не буду сейчас зацикливаться, я там вообще даю вам самую соль рынка. Что вам нужно сделать? Я сейчас не про кластер трейдер, я говорю про то, что вам нужно сделать, если вы хотите зарабатывающим трейдером стать. Это формула, которая 100% работает. Она не уникальная, это базовая формула. Но если вы не будете принимать к сведению, а будете принимать к действию на своих таймфреймах, своих активах, своих инструментах, отслеживать свои сигналы и сделайте то, что я говорю в этом видео, то радикальные изменения вас ждут. Но крайне мало людей готовы на это. А зачем? Я же пришел зарабатывать, зачем мне какие-то усилия предпринимать для этого? Да? Я учился там в колледже, в вузе, я учился там по своей профессии несколько лет, а в трейдинге я хочу за месяц этому научиться. Да? У меня там 5-6 лет были убыточные привычки, я хочу за раз, чтобы у меня прибыль была. Как? Вы должны установить прибыльные привычки. Как это сделать? Путем тех техник, тех моделей, о которых я говорю во всех практически своих роликах и показываю на примере своей системы. Если вы хотите по моей системе торговать, пожалуйста, ссылка под этим видео, подключайтесь. Если вы хотите создать свою, то вот вам куча примеров, как это сделать, в частности, предыдущее видео. Обязательно делайте это, не надо ждать ничего. И вам не надо так много учиться, так много информации использовать в момент принятия решения. Достаточно знать первое, второе, третье, что ты будешь делать. Да, вот здесь первое пробой уровня, второе коррекция, ротация бара, sell. Да, и мы видим с вами 25 и 88 пунктов. Очень важно, что ты должен это делать постоянно. У тебя будут периоды, когда идет торговля, когда не идет торговля, профиты, лоссы, от этого никуда не уйдешь. И
задача торговать каждый сигнал, несмотря на то, как ты себя чувствуешь. Хорошо ты себя чувствуешь или плохо себя чувствуешь, хорошее настроение, плохое, неважно. Да, затем был еще ряд сделок. Вот здесь микролосс я снова продал. Тоже такой трейд с опозданием, еще минус 1, минус 17 пунктов, потом еще раз сел, тоже с небольшим там опозданием, да, и здесь плюс 12 и плюс 20 пунктов. Мы видим, что я долго-долго был в трейлинг, да, позиции, хотя потом еще ротация, еще возможность продать, в общем, по тренду куча шансов. Это был один из самых профитных дней на этой неделе. Он сделал суммарно, да, где-то 60% прибыли за эту неделю. И затем 26 число, четверг, мы видим пробой уровня, рынок скорректировался, глубокая коррекция, белый бар buy, 25 и 21 пункт здесь. Затем с трейдерами на онлайн торговле это идеальные условия были, пробой уровня, коррекция. Мы видим первый белый бар, вход 21,65. Некоторые трейдеры, возможно, купили здесь, некоторые покупали еще здесь. Мне в чате писали, что ротация бара, пробой уровня, быстрее, надо входить. Да, я вошел здесь и здесь не входил, потому что еще недостаточно было объема профита, чтобы наращивать здесь еще. Но опять-таки это можно делать. В общем, 21,65. Итого... Что у нас получилось? Итого у нас получилось 0,2,5 лота средний объем, $662 профита. Очень-очень такая сочная. Кстати, мы видим белый бар. Давайте попробуем. Мы видим сочную неделю по фунту. Давайте попробуем. Будем торговать? Нет, белый бар уже поздно. Или не будем портить статистику? Что думаете по этому поводу? Или купим первый белый бар? Давайте наблюдать. Опять же таки, ты не задумаешься, надо тебе, не надо действовать. Я просто спрашиваю, да, так для... Я сейчас еще смотрю, как у меня свет здесь распределен. Какой-то странный свет. Ладно, ждем. Давайте глянем, что будет. Первый белый бар надо купить. Так, ну что, покупаем? Покупаем фунта. Даже меньше объем сейчас, посмотрите, 0,2 лота. Стоп широкий. Ну, подождем, вернемся в эфир тогда, чуть позже. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир, мы достигли первой цели в режиме реального времени, причем трейд, который один из самых-самых-самых наших лучших. Мы взяли здесь 50 практически пунктов, да, и вторую позицию я перевел чуть повыше, чтобы залокироваться еще дополнительно в профитах. Давайте посмотрим, что здесь будет, и мы как раз прибавим этот профит к тому, что у нас уже есть на текущий момент. Давайте подождем. Еще раз, коллеги, пробой уровня, коррекция, ротация бара. Это первый черный бар после пробоя уровня, да или нет? Да, абсолютно, каждый из вас скажет. Пробили уровень, коррекция, черный бар, и затем белый бар, вход. Да, и мы видим, бум, выстрел. Причем такой безболезненный трейд. После того, как ты входишь в позицию, рынок сразу идет в твою сторону. Вот это очень важно, потому что во флетах или в контртрендовых сделках очень сложно получить сразу движение. Да, обычно рынок там думает, топчется и так далее. Но здесь мы взяли быстрых 48 пунктов. Ждем, что будет по второй части, по трейлингу. Очень сильным моментом сегодня по фунту, но это первая сделка. У меня не было сделок здесь, нету сделок здесь. Да, вот здесь был пробой уровня, небольшая коррекция, ротация бара. Здесь тоже, видите, давайте поближе сделаю. Здесь же тоже сигнал на покупку. Вот здесь белый бар, видите? Да, сигнал на buy, но здесь впереди ключевые уровни. Да, вот после пробоя ключевых уровней первая коррекция, первый черный бар белый, это лучшая комбинация. Да, и мы видим тут же выстрел. Опять же таки, это идеальные условия для торговли ротацией бара. Да, трендовый рынок, когда мы пробиваем какие наши уровни со старшего таймфрейма слева. Да, посмотрим, будет ли продолжение движения. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Я немножко подвинул свой трейлинг. Еще мы залокировались с вами в примерно 20 пунктов. Еще дополнительно сверху. Да? Еще раз, коллеги, обратите внимание, что каждое действие визуально продиктовано. Действие рынка. Пробили здесь уровень, да или нет? Да, абсолютно. После пробоя уровня, где мой первый
противоположный бар, черный, здесь. А где потом снова белый? Здесь. Раз, два, три. Ну, либо раз, два, три. Очень-очень-очень важно. Вот о чем я говорил в своем предыдущем видео, где мы также торговали по фунту в режиме реального времени, что очень важно отслеживать тенденции. Тенденция — это что происходит, когда я вижу это. Что происходит, когда я вижу пробой уровня, черный бар, затем белый бар. Что происходит чаще всего? Вот вам ответ на вопрос, как создать прибыльную торговую стратегию, систему, правила входа, все что угодно. Ты просто смотришь на одно и то же, которое повторяется 200, 300, 400 раз, и получаешь преимущество, даешь этому какое-то обозначение, риск-менеджмент, мани-менеджмент добавляешь туда правильный, грамотный, все готово. Я еще немного, коллеги, подвинул свой трейлинг, я ужесточил его практически к первой части позиции. Да, то есть мы с вами, если сейчас по трейлингу выйдем, мы возьмем здесь почти 30 пунктов, по второй почти 50 пунктов. То есть мы в режиме реального времени буквально за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ну грубо 20 минут. Да, за 20 минут мы с вами взяли 80 пунктов. Да, если мы торгуем объем в один лот, это $800. У меня меньший объем почти 0,2 лота. Средний объем на этой неделе 0,2,5 лота. Да, где-то было 0,3,5, где-то 2, итого где-то 0,2,5 лота. Мы видим снова стрелочный, я еще немного подвинул. Если мы перейдем в долларовый эквивалент, здесь мы взяли $100 примерно, и по второй примерно 60 с копейками баксов. $160 плюс к профиту по фунту, $662 плюс $160, да, сколько у нас получается? Замкнул, да? 660 плюс, я обычно так считаю, 660 плюс 100, получается 760 плюс 60, $820, коллеги, по фунту, и суммарно уже мы приближаемся к 1300 $300 за эту неделю. Я не считал еще золото, но там только понедельник был торговый и ничего такого не было. В общем, ждем, сейчас выйдем из позиции. По евро тоже, возможно, были сигналы, но пока я готовился к видео с вами, я прозевал этот сигнал. Вот здесь, посмотрите сюда. Посмотрите сюда на этот чудовищный сигнал. Пробой уровня, коррекция, белый бар. Бум, моментум на 40 пунктов, и мы сейчас тестируем наши ключевые уровни. То есть посмотрите, какие сигналы возникают вокруг ключевых уровней. Но еще раз, если ты знаешь, что, зачем следует, у тебя есть своя последовательность, которую ты хочешь видеть на графике. Да, жаль, потому что это еще дополнительно мне бы сделало баксов 200, да, может быть чуть больше, потому что по евро уже стоп-лосс и объем больше. Да. Но бывает такое. Хотя сегодня у меня была одна сделка вот здесь. Пробой уровня, коррекция, ротация бара. Пробой уровня, коррекция, ротация бара. Здесь у меня был объем где-то 0,5, может быть 0,6 лот. 0,6,5 лота, 10 пунктов я взял буквально за 3 минуты. И по ошибке начал трогать сделку, по ошибке выскочил по трейлингу здесь, вместо того, чтобы выйти здесь. Потом сделок не было, и вот следующий трейд, ротация бара, вход. Да, и прозевал эту возможность. Это единственный трейд, который я прозевал на этой неделе, такой существенный. Да. Мы видим, фунт снижается, достигнув какого уровня, внимания, налево, ключевая структура, коллеги, тик в тик мы протестировали 4-часовые зоны. Еще раз, структура, и строите свою модель торговли вокруг ключевых зон поддержки и сопротивления. Очень-очень важно. То есть все, что вы будете создавать, сила, сигнал номер 1, последовательность свою, тенденции, если будете отслеживать их вокруг ключевых зон. Вам это очень-очень сильно поможет, потому что это зоны, где трейдеры принимают решения, где вы можете принимать решения с меньшим риском. По тренду, на пробой, на разворот, неважно. Еще раз, коллеги, если вы хотите подключиться к нам в закрытый чат и торговать по сигналам системы Cluster Trader и реально серьезно относитесь к этому делу, добро пожаловать. Либо, опять же таки, вы можете использовать информацию, которую я вам даю сейчас, да, именно по поводу самостоятельного построения системы, но это много времени занимает, очень. У меня это заняло очень много времени. Ну, возможно, кто-то из вас более продвинут, чем я. И, может быть, у вас быстрее получится. Но это так сейчас выглядит, да, примитивно. То есть, можно думать, блин, ну какой-то примитив какой-то вообще. Но к этому нужно прийти, когда ты сначала же ты усложняешь всегда, там все тебе нагромождаешь, это должно быть, это так, здесь пересечься, здесь это, мне еще надо туда посмотреть, тут таймфрейм.
Да? А тут как бы один таймфрейм, один вот этот, ой, уровень пробили, ну как бы да, ой, черный бар, да, ой, белый бар, да, покупай. То есть нам кажется, что должно быть сложно, нифига подобного. По евро, наверное, уже опять ротация бара. Кстати, черный бар, если белый бар бай, но мы уже не будем покупать. Я заканчиваю свой обзор. Сейчас мы дождемся, когда вылетим по фунту, или, может быть, взбесится фунт и пойдет дальше, потому что у нас есть такие экстримы, которые называются уровни волатильности. Это вот эти зоны, но туда очень далеко, редко цена доходит. Это зоны, когда нужно прекратить торговать с трендом, и если ты контртрендовый трейдер, продавать против тренда, потому что вероятность 80-85%, что там развернется рынок. Да, но это редко происходит, имеется в виду, туда цена редко приходит, потому что это говорит о том, что рынок экстремально растянут, а он растянут бывает редко. Ну, не каждый день мы видим, что рынок ходит там 200-300 пунктов, да, такое бывает редко. А посмотрите, фунт не хочет сдаваться, снова тестирует, мы видим такую вершину двойную здесь. Небольшую. Посмотрим, удастся ли рынку пробить. Может быть, будет обострение моментума. Немного не дошли до нашего трейлинга. Очень интересно. Давайте смотреть. Видим, рынок пытается дальше. Быки быкуют. Бык быкует. Я еще немного подвинул свой трейлинг. Смотрите, продолжается движ по фунту. Новый хай. Мы пробили закрытие выше предыдущего хай. Посмотрим, что здесь будет. Да, давайте быстренько, пока у нас есть время, пусть фунт крутится, быстро по евро подведем итоги недели, потому что уже поздно. Итоги недели по евро. По евро поменьше был профит, но все равно он был. Вот здесь первая сделка, пробой уровня, одни ротации бара, не будем сейчас зацикливаться. Пробили уровень, да, черный бар после пробоя, да, белый потом, да, 32 плюс 12 пунктов. Идем дальше. То же самое. Пробили уровень, коррекция, белый бар, черный бар, sell, 12 плюс 5. И снова пробой уровня, коррекция, черный бар, sell, минус 2, минус 2. Цена немного до тейка не дошла здесь. Идем дальше. В 25-го не было ни одной сделки. 26 марта. Пробой уровня, коррекция, ротация бара, белый бар, покупка, 14 плюс 8. Здесь был вход по паттерну, вот где я держу курсор, но здесь нулевой трейд, да, мы видим по трейдингу я вышел, и сегодня вот как раз мы видим единственный трейд, да, и вот этот моментум, который я пропустил, номер 2, плюс 50 еще можно было добавить, имеется в виду в пунктах, да, торгуя объем 0,5 лот, $250, да, но, тем не менее, мы имеем 89 суммарно, 890, торгуя объем 1 лот, это $890, 0,5, $445 профита, итого 1107 за неделю, плюс наши $160, да, итого мы имеем практически... Там, ну, без малого, ну, еще сюда золото надо бы добавить, $1300 за неделю. Посмотрите, что творится по фунту. Моментум усиливается. У меня зарядка садится на камере. У меня с собой здесь нет зарядки на камере. Поэтому, может, мы сейчас неожиданно закончим. Но сейчас мы все равно закончим, рано или поздно нас вынесет по трейлингу. Или не вынесет, я не знаю. Ну, кстати, мы залокировали, столько же взяли пунктов. А? Бум! Полтинник еще. То есть уже $200 почти. А? 200 баксов мы с вами забрали в прямом эфире. Все, закончили с фунтом. Спасибо вам большое. Подключайтесь к нашему профессиональному сообществу. Ссылка под этим видео. И до встречи. Пока!